Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю всеми любимое лакомство зефир. Нам понадобится для сиропа сахар, агар-агар. Агар можно купить в любом супермаркете или в магазине для кондитеров. Вода. Для взбивания нам понадобится яблочное пюре. Яблочное пюре я готовлю следующим образом. Яблоки хорошо промываю, разрезаю пополам, удаляю сердцевину и запекаю в духовке при температуре 200 градусов 25-30 минут. Затем пробиваю блендером и массу перетираю с помощью сита. Яичные белки, сахарный песок. И еще для аромата и цвета я решила добавить фисташковую пасту. Также для варки сиропа нам понадобится вот такой термометр-щуп. Если нет такого термометра, ничего страшного, я покажу, какой консистенции должен быть сироп. Также сразу готовим кондитерские мешки с насадками. Поверхность, куда будем отсаживать зефир, я буду отсаживать на пергамент. Чтобы зефиринки были ровные, с обратной стороны я сделала вот такие разметки с помощью стакана и ручки. В сотейник с толстым дном отправляем сахар, яблочное пюре и ставим на плиту, даем сахару полностью раствориться. Варим пюре на среднем огне, периодически помешивая. Ждем, когда сахар полностью растворится. Займет это немного времени. Пюре с сахаром проварилось. Снимаю его с огня. Переливаю в емкость и даю ему полностью остыть. Теперь нам нужно приготовить сироп. В сотейнике смешиваем сахар, агар-агар и воду. Перемешиваем и отправляем на плиту на самый маленький огонь. Пусть пока сироп варится, а мы займемся другим делом. Пюре охладилось, добавляю к нему яичный белок и буду взбивать обычным ручным миксером до пышной плотной массы. Вот такая пышная, светлая, плотная масса должна получиться. Взбивала я ее около 10 минут. Остается след от венчика. Пока массу оставляем в покое и идем варить сироп. Пока взбивали массу, у нас еще даже на медленном огне здесь не растворился сахар. Я прибавляю огонь, у меня это 7, и продолжаю варить до температуры 110 градусов. Варим постоянно, помешивая. Сироп уже у меня достиг 107,5 градусов. Когда сироп достигнет температуры 110 градусов, он с лопатки будет стекать непрерывной нитью. Сироп проварился до температуры 110 градусов. Я уже отключила плиту. И вот такой по консистенции. Смотрите, он свисает непрерывной ниточкой. Теперь нужно массу еще раз взбить. Секунд 5-10 этого будет достаточно. И начинаем вливать сироп. Вливаем так, чтобы сироп не попадал на венчики. И взбиваем на максимальной скорости, пока масса не станет плотной и как бы наматываться на венчик. К массе добавляю фисташковую пасту. И еще раз хорошо перемешаю. Теперь максимально быстро заполняем кондитерские мешки зефирной массой и будем отсаживать. Делаем юбочку и завиток. Можно зефирную массу окрасить любыми пищевыми красителями, но я более за натуральность. Зефир отсадила, теперь даю ему стабилизироваться 8-12 часов. Стабилизация будет зависеть от температуры и влажности в помещении. Зефир хорошо подсох, он уже не липнет к рукам. Отлепляем аккуратно от пергамента. Соединяем между собой две половинки. Обсыпаем сахарной пудрой. Зефир готов. Вот такой нежнейший он получается внутри.
Кто-то скажет, зачем так заморачиваться, когда можно купить в магазине. Друзья, домашний зефир и зефир из магазина – это две абсолютно разные вещи. Пробуйте, экспериментируйте, радуйте своих родных и близких. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем приятного просмотра. Да, и не забывайте подписываться на мой канал. Будьте здоровы, берегите себя и до скорых встреч!